друзья, тема сегодняшнего видео – кардиотренировки. Кардиотренировки – это такие тренировки, которые направлены на развитие выносливости. При правильном подходе кардиотренировки укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение, укрепляют сердечную мышцу, укрепляют стенки сосудов, развивают функцию дыхания. Кардиотренировки являются хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных заболеваний, вегетососудистой дистонии. Необходимо соблюдать определенные правила при занятиях кардиотренировками. Во-первых, необходимо выбрать помещение, хорошо проветриваемое, либо занятия проводить на свежем воздухе, либо, как, например, сегодня я, на пожарном балконе своего дома. Второе. Нагрузка во время занятий должна быть адекватна вашему уровню. То есть, во-первых, это длительность занятий, интенсивность занятия. И третий очень важный момент, необходимо в процессе занятия следить за пульсом. Оптимальный пульс для занятий необходимо поддерживать в районе от 60 до 80% от вашего максимума. При этом максимум рассчитывается 220 минус ваш возраст. Это является вашим максимальным пульсом. Нагрузку при кардиотренировках очень легко варьировать, изменяя продолжительность занятия и его интенсивность. Условно упражнения для кардиозанятий можно разделить на 3 группы. Еще раз говорю, разделение очень условное. Чуть позже объясню почему. Первая группа – это низкоударные упражнения беспрыжковые. А вторая группа – упражнения средней интенсивности, включая прыжки. И третья группа – это высокоинтенсивные упражнения. Почему разделение условное? Потому что, меняя интенсивность и продолжительность занятий в каждой из групп, упражнения можно легко отнести к более высокой категории, либо, наоборот, снизив интенсивность, отнести к более низкой. Сейчас я продемонстрирую некоторые из них. Группа упражнений низкоударные, беспрыжковые упражнения. Упражнения данной группы хорошо подойдут тем, у кого начальный уровень подготовки, либо тем, кто давно не занимался физическими упражнениями, а также тем, кто имеет проблемы с коленными суставами. Первое упражнение – паровозик. Размещаем 4 квадратика себе на полу, условно, и начинаем делать перешаги. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Постепенно повышаем интенсивность. Чуть позже можно к ней добавить ручки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Упражнение низкоударная берка, без прыжковых элементов. Исходное положение на уменьшение плеч. Приседаем вниз, упор руками, ноги назад, внимание, подъем. Выход в планку, 5 отжиманий. Еще упражнение из стойки чурбакамая. Заднее колено подтягиваем к груди. Не забываем про дыхание. Более сложная версия этого упражнения с приседанием. Точно как и будет отработка кихода. Например, такого комплекса. Ич, ни, сан, си, у, ук, ич, ач, кью, дю. Базовых форм Сирензи Кэмпа, таких как Тенчикен, тоже является хорошей кардиотренировкой. Для группы упражнений низкого уровня интенсивности подойдет вариант спокойного исполнения с глубоким дыханием. Ранее рассмотренное упражнение – приседание с ударом ногой. Упражнение средней группы интенсивности. За счет включения прыжковых и ударных упражнений изначально минимальная нагрузка уже будет выше, чем упражнение базового первого уровня. Первое из упражнений – это бег с захлестом голени. Бег с подъемом коленей. Разведение рук.
В нижнем положении ноги бросят, руки здесь. В верхнем положении руки выходят сюда. Тянется другими вверх. Бег в планке. Исходное положение упор лежа. И начинаем бежать, пытаясь сдвинуться с места. Подтягиваем коленочки к груди. Заведение ног в планке. Прыжком. Исходное положение упор лежа. Ноги вместе. Прыжком разводим ноги в сторону. Прыжком соединяем. Бег из стороны в сторону. Боком. До касания. Аналогичное упражнение является челночный бег. Точно так же. Однако требования к челночному бегу по месту гораздо выше. И, скорее всего, в условиях занятий дома его будет трудно выполнить. Каких упражнений средней интенсивности хорошо подойдет отработка атак и защиты в перемещениях и стойки. Кроме того, отработка базовых форм, таких как начеки и другие, в режиме выполнения хаяку мы максимально взрываем концентрацию движения. Упражнения группы высокой интенсивности, как правило, включают в себя прыжковый ударный элемент, а также задействуют большое количество групп мышц. Первый из них – это бергер. Приседание с поворотом на 180 градусов. Упражнение попеременный выпад с выпрыгиванием. Руки в голове. Опускаемся вниз до касания коленного пола. Прыгаем вверх. Стремимся макушкой к потолку. Упражнение прыжок из приседа до касания коленей груди. Исходное положение присед. Коленочками до груди прыгаем вверх. Прыжок через возвышение боком. Работаем за счет коленочек. Сгибаем колени. Отдельное внимание среди всех кардиоупражнений заслуживает упражнение со скакалкой. Упражнение со скакалкой является одним из самых энергозатратных тренировок. Помимо своей кардионагрузки, упражнения с скакалкой развивают координацию, улучшают чувство баланса, равновесия, развивают ловкость. Скакалка является одним из самых простых и дешевых доступных тренажеров. Кроме того, занятия с скакалкой не требуют много места и специальных навыков. Однако следует помнить, что прыжки, как и прочая прыжковая нагрузка, предъявляют особые требования к состоянию ваших коленей. Сейчас я продемонстрирую некоторые виды прыжков с скакалки. Важно правильно определить длину скакалки. Она подбирается индивидуально. Очень хороший тест – сложить скакалочку пополам, встать между двумя ногами, тогда рукоятки скакалок должны доставать до подмышек. Это ваша длина скакалки. Она у каждого, соответственно, индивидуальна. Второй важный момент. Во время прыжков скакалки основную работу выполняет голеностоп. При этом колени чуть согнуты, и в этом положении они и остаются. Колени не сгибаются, они чуть согнуты, в этом положении и фиксируются. Примерно таким образом.
Продолжим работу, полки на стол. Спина прямая, плечи расправлены, спина вперед, дыхание ритмичное. Простые прыжки на двух ногах. Прыжки на одной ноге. Прыжки со спинтера. Прыжки разножкой. Прыжки стоячие. Последний стойки. Существует два основных режима работы. Первый режим работы с низкой или средней интенсивностью продолжительное время. Второй – так называемая интервальная тренировка. Интервальная тренировка подразумевает под собой чередование упражнений высокой и низкой интенсивности. Причем это могут быть упражнения на разные группы. Здесь тренажером можно создать обычный пожарный лестница в вашем доме, особенно если он многоэтажный. Начиная с обычной ходьбы по лестнице, бег высоко на колени. Прыжки вверх. Вы можете увеличить нагрузку, увеличить число ступеней, через которые вы прыгаете. Начинаем, например, с 2, 3, 4 и так далее. Прыжки надо вверх. Другой. Сложный вариант прыжков на лестнице совмещенно с упражнением на координацию. Запрыгиваем наверх, например, через 3 ступеньки. Прыгаем вниз, например, на 5 ступеньки. Опять вверх, вниз. Запрыгиваем боком. Боком на одной ноге. Прыжков с предварительным приседанием. Приседаем вниз, прыгаем. Тема усложнения упражнения на столе. Приседаем на столе, запрыгиваем на ступень боком. Раз. Например, спуск в руках. Следует положение продолжим, начинаем спускаться. В нижнем положении можно было прижимать. Мы проводим на лестнице. Мы совмещаем кардио и координационную нагрузку. Начинаем медленно. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Постепенно ускоряемся. Вы стараетесь не координировать даже движение ног, а не слушать свои ритмы. Следующее упражнение. Ножку возвышаем на ступенечку и чередуем ножки меняем. Тренировки очень хорошо будут растяживаться. Это вот этот период. Продолжаем тренироваться, теряем воздух. Всем спасибо. До свидания.